Стоп, не прокручивай. Начало 2026 года открывается вопросом, о котором в индустрии кей-поп редко говорят честно. Не о скандалах, не о слухах, а о самом личном праве айдола, праве выбирать собственную любовь. Привет всем поклонникам Тэхёна по всему миру. Добро пожаловать снова на канал BTS Army, канал, который не спекулирует, не выдумывает истории и говорит, опираясь на факты, данные и надежные корейские и международные источники. Сегодня мы поднимаем одну чувствительную тему, которая продолжает всплывать вплоть до января 2026 года. Почему кажется, будто некоторым айдолам кей-поп будто бы не разрешено вступать в брак с иностранцами? Важно подчеркнуть с самого начала, в Южной Корее не существует закона, запрещающего это. В индустрии 2026 года не существует контрактов, ограничивающих межнациональные браки. Так почему же эта тема не исчезает? Потому что ответ не кроется в индустриальном давлении, психологии фанатов, бремени национального представительства и парасоциальных эмоциональных связей, которые формировались годами, и все это подтверждается данными, официальными заявлениями и авторитетными медиа-анализами, а не догадками. В этом видео мы рассмотрим 10 айдолов кей-поп с 10 по 1 место, не для того, чтобы судить, а чтобы понять, почему публика так остро реагирует, когда личная жизнь сталкивается с коллективными ожиданиями. Досмотрите до конца, потому что на первом месте мы придем к ключевому выводу о Ким Тэхёне и самом большом эмоциональном парадоксе кей-поп современной эпохи. Прежде чем продолжить, поставьте лайк, если вы цените контент, основанный на фактах. Подпишитесь на канал BTS Army и включите уведомления, чтобы не пропускать обновлений, которых вы больше не найдете нигде. И еще одно важное. Напишите свое мнение в комментариях. Согласны вы или нет, мир наблюдает. Потому что в 2026 году кей-поп — это уже не только музыка и популярность, но и наша зрелость как фанатов. В первые 3 секунды возникает вопрос, который редко произносится вслух в индустрии кей-поп. Принадлежит ли любовь айдола ему самому или публике? С наступлением января 2026 года индустрия развлечений Южной Кореи находится на важном переломном потере. С одной стороны, айдолы старшего поколения все чаще открыто говорят о браке, семье и жизни после сцены. С другой, общество снова возвращается к чувствительной теме, которая так и не получила окончательного ответа. Почему создается впечатление, что некоторым артистам кей-поп будто бы не разрешено вступать в брак с иностранцами? Этот вопрос всплывает каждый раз, когда в него вовлечено громкое имя, каждый раз, когда появляется маленький слух, каждый раз, когда камера фиксирует фото, улыбку или случайную встречу. Этот материал не обвинение, не суждение и не теория заговора. Это глубокий анализ, основанный на актуальных правилах корейской индустрии развлечений по состоянию на январь 2026 года, пересмотренных стандартных контрактов артистов Комиссии по справедливой торговле Кореи, глобальной психологии фанатов и надежных корейских и международных источниках. Спокойным и взвешенным тоном мы рассмотрим 10 айдолов кей-поп, которые в 2026 году чаще всего упоминаются обществом как самые чувствительные фигуры в контексте межнационального брака. Перед тем, как перейти к списку, нужно честно сказать, в Южной Корее нет закона, запрещающего артистам жениться на иностранцах. Не существует и стандартных контрактов 2026 года, которые бы это запрещали. Единственное широко известное ограничение в индустрии — временный запрет на дейтирование, обычно в первые 3-5 лет после дебюта. Государственные контрактные реформы, вступившие в силу с 1 января 2026 года, направлены на защиту артистов, прозрачность доходов и права человека, а не об их семейную жизнь. Так почему же эта проблема не исчезает? Потому что ответ не жесткий и не черно-белый, он глубоко человечный.
Hyunjin из Stray Kings — продукт четвертого поколения K-pop. Сильная визуальность, эмоциональная выразительность и артистический образ тесно связаны с глобальной молодой аудиторией. Его нежелательность межнационального брака в глазах публики связана не с национализмом, а с ранней эмоциональной привязанностью фанатов, тем, что в психологии называется эмоциональным импринтингом. Это не запрет, а коллективная эмоциональная неготовность. Дженни из Blackpink воспринимается не просто как айдол, а как символ современной корейской являемости, потому ее выбор партнера часто читается как культурное послание, а не как личное решение. Никто не запрещает ей этот выбор, но символическая нагрузка сужает ощущение свободы. Йонджун из TXT — результат модели глобальной эмоциональной близости. В K-pop фантазия о близости является активом, и изменение личного статуса разрушает нарратив, который годами продавался публике. RM из BTS несет на себе ожидания культурного лидера. Его личный выбор воспринимается как моральный ориентир, хотя он никогда не просил о такой роли. Ким Юхан, бывший участник X1, после индустриальной травмы вынужден демонстрировать стабильность. Межкультурные отношения воспринимаются как дополнительный риск для восстановления доверия. Ча Ын-у воспринимается как коллективный визуальный идеал Кореи. Межнациональный брак не отвергается, но разрушает символ и коллективные проекции. Розе из Blackpink живет между культурами. Она не ограничена, она постоянно интерпретируется. Лиса из Blackpink стала доказательством глобального успеха, а вместе с ним и носителем индустриального бремени. Каждый ее шаг превращается в прецедент. Чимин из BTS обладает крайне глубокой эмоциональной связью с фанатами. В условиях экстремальных парасоциальных отношений брак воспринимается как личная утрата. И, наконец, Ким Тэхьон, Ви из BTS. Он не просто айдол, он эмоциональное пространство для миллионов людей. Его не ограничивают законы, контракты или государства. Его ограничивают коллективные эмоции глобального масштаба. В этом и заключается самый большой парадокс K-pop 2026 года. Не существует официального запрета, не существует письменного правила. Существует лишь вопрос, готовы ли мы увидеть айдолов как полноценных людей с правом выбирать собственную любовь. Ответ у каждого свой, но именно различие этих ответов делает разговор необходимым. На этом этапе становится ясно одно – проблема не в правилах, а в эмоциях миллионов людей, которые когда-то чувствовали близость, ощущали принадлежность и еще не готовы отпустить. На канале BTS Army мы не требуем согласия, мы приглашаем к размышлению, потому что любить айдола значит не удерживать его, а дать ему пространство оставаться человеком. Напишите свое мнение в комментариях, согласны вы или нет, мир наблюдает. И одно можно сказать точно – Ким Тэхьон не гонится за историей, история гонится за ним. До встречи в следующем видео на BTS Army.